Привет, любители и профессионалы, матерые начинающие, конкуренты и заказчики. Сегодняшний ролик сразу начинаем с небольшой интриги, а вернее простого вопроса, ответ на который заставит вас немного задуматься. Внимание, вопрос. Так вот, имеем две абсолютно разные калитки, общие у которых только китайские замки и качественная покраска. Ну а все остальное, включая вес, размер, наполнение, рисунок, потраченное время и себестоимость у них абсолютно разная. Как видно, одна калитка у нас прозрачная, вторая закрыта профлистом. Да и верхний рисунок у нее немного посложнее. Кстати, подсмотрел я его у одного блогера, и мне кажется, эти неправильные валюты смотрятся довольно неплохо. Поэтому ссылка на ролики, где он делает ручные кондуктора под эти валюты, появится в конце моего видео. Посмотрите обязательно, не пожалеете. У него все доступно быстро и просто. Даже декоративные элементы у этих калиток набраны из разных труб. То, что попроще, из круглой, то, что повыше, из 15-й. Ну а притворная планка на ней, естественно, с имитацией клепки. Ну а теперь вопрос. Как так может получиться, что две абсолютно разные калитки обойдутся вместе с установкой абсолютно разным заказчиком в абсолютно одинаковую стоимость? Которая составляет, если кому интересно, 16 тысяч российских рублей, 550 белорусских, либо 5800 украинских гривен. Кстати, небольшая подсказка есть в самом вопросе. И никакого подвоха, ребят, здесь нет, это абсолютно рабочие нормальные калитки. Это не повторный заказ, не переделка, и, в принципе, установка заключается всего лишь в приваривании ответной части завеса на обоих калитках. Ответ, понятное дело, узнаете через пару минут, а пока что переместимся на мой испытательный полигон. Для тех, кто не смотрел ролик про этот эксперимент, вкратце напомню, что здесь три пары одинаковых валют, одинаково обезжиренные, но покрашены разными красками по разной технологии, пытаются выжить в естественных условиях уже практически 4 месяца. Как видите, так как они находятся у меня на эстакаде, то я специально положил здесь досочку, чтобы осадки, отскакивая от нее, постоянно мочили эти заготовки. 4 месяца, ребята, в принципе, небольшой срок, поэтому все еще держатся вполне неплохо. И даже несмотря на то, что вода стоит там, где ей положено стоять в местах примыкания, никаких-то подтеков или разводов ржавых мы пока что не наблюдаем. Но если хотите более подробно узнать о том, как же они покрашены, то вам придется посмотреть ролик. Там я, кстати, предлагаю вариант, как прокрашивать недоступные места в валютах вот такого формата. Первая пара у меня окрашена краской Дали с молотковым эффектом. По-моему, даже без грунта, хотя, честно говоря, не помню, надо пересматривать свои же ролики. В принципе, когда будут у нее дефекты, тогда и будем пересматривать. Но пока что никаких нареканий к ней нету. Мне даже кажется, что из-за своего молоткового эффекта она выглядит немного пободрее, чем вторая и третья пара, потому что они покрашены полуглянцевой краской. В принципе, полуглянец хорош для того, чтобы на него наносить потом патину на декоративные элементы, но вот для краски с молотковым эффектом патина практически бесполезна. В общем, если подводить итог, а не растягивать это все на целый ролик, то скажем, что у всех трех пар пока что все в порядке. Поэтому эксперимент продолжаем, ждем зиму и уже тогда будем обсуждать, что слезло кусками, а что осталось. Кстати, вот такие незакрытые отверстия в валютах вот такого образца за зиму могут преподнести еще немало сюрпризов. Как известно, водичка дырочку найдет, поэтому там постоянно будет скапливаться влага. Ну а как она поведет себя по зиме, мы увидим в дальнейшем. Погода портится, эксперимент продолжается, но я буду держать вас в курсе развития событий. Краски Дали уделим еще несколько минут, просто был у меня обыкновенный заказ, простые ворота, под зашивку вот таким евроштакетником. Рисунок довольно трудный, подобрать под него цвет практически невозможно, темные цветокантовки заказчик зарубил сразу, поэтому я купил серую Дали, в надежде, что молотковый эффект поможет размазать все это дело. Пробный выкрас серой краски показал, что она довольно светлая, ну а так как я на 100% не был уверен в том, что можно колеровать именно краску с молотковым эффектом, ну а экспериментировать на ком-то не очень хотелось, поэтому я принял решение и разбавил серую краску коричневой 1 к 3. Эффект от этой процедуры оказался довольно приятным. Молотковая шагрень стала просматриваться гораздо лучше, чем просто на серой краске, потому что эти кратеры по краям окрасились в более темный насыщенный цвет. Ну а мы, ребята, снова возвращаемся к нашим баранам, вернее калиткам, и вопросу об их стоимости. Я думаю, ребята, многие из вас уже догадались, почему эти разные калитки с абсолютно разной стоимостью обойдутся людям в одинаковые деньги. Тем более в своем вопросе я указал, что в эту стоимость также включена установка. Ну а там, где есть установка, в стоимость включается также и доставка. И потраченное время. Если калитку из профнастила я буду ставить всего в 20 километрах от дома и потрачу на это 2 часа, то ее простая и непрезентабельная подруга перед тем, как повиснуть на петлях, проедет до установки ровно 140 километров. А это, согласитесь, полдня рабочего времени. И вот когда мы все это посчитаем и сплюсуем, то эта сумма будет составлять довольно большую часть всего бюджета этой калитки.
Поэтому, ребята, это очень сильно ощущается на вот таких недорогих проектах. Ну а те, ребята, как водится, подытожим. Для кого-то эта информация, наверное, была абсолютно бесполезной. Ну а кто-то из заказчиков поймет на этом примере, что надо искать хороших специалистов недалеко от дома и будет гораздо дешевле. И это, кстати, касается не только холодной ковки. Всегда почему-то кажется, чем дальше находится мастер, тем больше он профессионал и лучше делает свою работу. Хотя обычно все оказывается абсолютно наоборот. Но если вы со мной согласны, вам понравился ролик или вы взяли с него хотя бы капельку позитива, обязательно пишем комментарий. Понравилось, что я не растянул эту кучку информации на 20 минут, пыкая-мыкая, с трудом подбирая нужные слова, а также не сувал свою пухлую морду в камеру, ставим лайк. Все остальные смело лепим дизы, правда не забывая подписываться, но на сегодня все. Дальше как обычно, прямые руки вам в помощь, всем удачи, здоровья, прорвемся! Ну а теперь действительно немного полезной информации для думающих людей. YouTube гораздо лучше ранжирует длинные ролики. А если он длиннее 8 минут, то вы можете всунуть рекламу в середину ролика и немного заработать. Отсюда, ребят, приходит понимание, почему люди растягивают на полчаса то, что можно уложить всего в 15 секунд. Хотя, конечно, встречаются труднообучаемые люди, для которых надо все разложить по полочкам, разжевать и проглотить, а они так все равно ничего и не поймут.